Александровск – это единственная часть Запорожья, которая существовала еще при царе, если не считать некоторые отдельные мелкие поселки. И именно здесь сохранились самые интересные здания имперской эпохи. Но в последующее время было построено много не менее достойных зданий, о которых я хочу рассказать. Здесь можно встретить представителей раннего конструктивизма, протоконструктивизма, которые постепенно обретают характерную для стиля форму. Есть здесь и интересные намеки на ар-деко. Все это перемешано с имперской и сталинской застройкой. Основные примеры 20-х годов в Александровске расположены вдоль проспекта Соборного. Здесь есть интересное сочетание объемов, состыкованных с разницей в полэтажа. Примеры сплошного остекления, остекления, разбитого на фрагменты. Здесь мы можем найти интересные примеры использования красного кирпича, которого в то время в Киеве еще не было. Дома 20-х годов отличаются вытянутыми вертикально окнами, но при этом они уже имеют сплошное остекление лестниц. Такой интересный постепенный переход от одного стиля к другому, от инерции к конструктивизму. Одним из самых ярких зданий послевоенного Александровска является музыкально-драматический театр. Его оформление не просто наследует классические формы, но и использует элементы местной идентичности. На фронтоне театра изображен Днепрогэс и местное промышленное предприятие. То есть это стилизация под актуальные на то время темы. Напротив театра находится площадь, позволяющая воспринять его архитектуру с должного расстояния. Сквер Соборной площади – композиционный центр Александровска. Вокруг него расположены выдающиеся здания. В декорациях читаются отсылки к барокко, присутствуют орнаменты в стиле украинского фольклора. Здесь находится и знаменитый пионерский фонтан, а вернее напечатанная в измененном виде на 3D-принтере копия. Рядом находится кинотеатр, который интересным образом был обновлен. И ряд декораций на нем заменен на новые, с сохранением общей стилистики. Особого внимания заслуживает угловой дом с башенкой, выделенной 3 арочными окнами. Неподалеку от Александровска находится завод «Мотор Сич», основанный еще при царе. При заводе возникает жилой поселок, в котором есть много интересной архитектуры. Конструктивизм Мотор Сич интересен тем, что некоторые здания так и не оштукатурены до сих пор. Именно здесь мы видим характерный прием – имитация ленточных окон, кладка из разного кирпича. Постконструктивизм опирается на очень устойчивую форму – квадрат. Поэтому его узор, его орнамент во многой степени геометризирован, и это мы видим на примере множества здешних зданий. В некоторых домах мы видим сохранившееся постконструктивистское геометрическое остекление окон, которое будет неизбежно утрачено при замене на металлопластик. Сейчас в этом здании супермаркет, но до этого оно было дворцом культуры. В интерьере сохранились элементы декора 50-х годов, но, судя по форме, здание это еще более раннее. Его устойчивая форма квадрата отсылает нас к эпохе ар-деко, к постконструктивизму, к межвоенному времени. Межвоенное время – период активного строительства школ. Их проекты разрабатывались в специальных проектных организациях, школ-проектах. Украинский школ-проект возглавлял архитектор Эммануил Коднер, по проектам которого построены сотни школ по всей Украине. Один из его проектов, разработанный в 1935 году, был применен здесь, на проспекте Моторостроителей. Сохранился здесь и слой застройки 50-х годов. Здесь можно встретить оригинальную растекловку, двери, а также сохранившиеся монументальные барельефы. Как мы знаем, в 50-е годы 20 века у нас соборов не строили. Но тем не менее, собор Андрея Первозванного на проспекте Моторостроителей находится в здании, построенном именно в 50-е годы. Это здание изначально было построено как кинотеатр имени Шевченко, а в постсоветское время кинотеатр перестроили в собор. Любопытно, что получившееся строение не смотрится дисгармонично.
Классицизм характерен как храмовой архитектуре XIX века, так и гражданской архитектуре середины XX века. Так что классицизм к классицизму. Дом на углу проспекта Моторостроителей и улицы Иванова подчеркнут декоративной башенкой, которая выходит на безымянную площадь. Этот дом – одинокая доминанта несостоявшегося ансамбля. Он остался единственным представителем своей эпохи среди хрущевок. Сегодня архитектур был в Запорожье, мы были в Александровске и поселке Мотросечи.